Всем здравствуйте! Сегодня хочу предложить вашему вниманию модель тапочек, которые очень легко вяжутся. С работой справятся и начинающие вязальщицы. Вяжутся они одним полотном со швом вверху, легко изменяются на любой размер. Я вязала такой пряжей, нитью в 2 сложения, спицами номер 3,5. Начинается вязание с носка, затем модель расширяется до нужного размера, затем пяточка и убавки для облегания по ноге. Заканчивается вязание резинкой, которую можно сшить или оставить для отворота, который можно по-разному уложить. Пожалуйста, читайте описание под видео, возможно, там есть ответ на ваш вопрос. Итак, приступим. Начинаем вязание с набора петель. Набрали 16 петель и в первом ряду провязываем 16 лицевых петель. Заканчиваем ряд. Начинаем делать прибавление. Отметим 2 средние петли, чтобы мы знали, что с этой и с этой стороны надо делать прибавление. 7 петель, 7 петель, 2 петли. И маркер с этой стороны. Вот нить от набора. И здесь маркер. Когда у нас маркер будет с правой стороны, тогда будем делать прибавление. То есть прибавление будем делать через один ряд. Итак, вяжем до маркера. Кромочную петлю снимаем и вяжем лицевые петли. Довязали до маркера. Делаем накид, переносим маркер, провязываем 2 средние петли, переносим маркер, делаем накид, довязываем ряд. В следующем ряду вяжем лицевые петли. Накид из предыдущего ряда провязываем лицевой скрещенной, чтобы не было дырочки. Провязываем 2 средние петли и снова накид из предыдущего ряда провязываем лицевой скрещенной. Заканчиваем ряд. Теперь у нас на спице 18 петель. Продолжаем так вязать. В одном ряду делаем прибавление. А в следующем ряду, провязывая накиды из предыдущего ряда, лицевой скрещенной.
Сейчас на спице 44 петли. Если вы хотите размер больше, то значит продолжайте прибавлять петли. Итак, сейчас вяжем 4 ряда ровные, то есть каждый ряд 44 петли. Это будет пяточка. Вот на пяточке ровные ряды. Повторю еще раз, если вы хотите размер больше, то до пяточки вяжите больше рядов с прибавлениями. Сейчас вяжем пяточку. Напомню, в работе 44 петли, связали 4 ряда прямых. Сейчас будем делать убавления. Убавления также будем делать, ориентируясь на маркер. Будем провязывать 2 петли вместе с этой стороны от маркера и 2 петли вместе с этой стороны до тех пор, пока в работе не останется 36 петель. Вяжем до тех пор, пока до маркера останется 2 петли. До маркера 2 петли, провязываем их вместе лицевой петлей. Провязываем 2 средние петли и 2 петли после маркера провязываем вместе лицевой петлей. В следующем ряду провязываем 42 петли. Когда закончите вязать первым цветом, оставьте конец нити достаточный для того, чтобы сшить изделие. Нам надо будет сшить верх тапочка и носик. Сейчас в работе 36 петель. Вот так выглядит пяточка. Приступаем к работе другим цветом. Эту нить обрезаем и вводим в работу нить желтого цвета. Обратите внимание, в каком ряду смена цвета. При смене цвета первую петлю провязываем. Вяжем один ряд лицевыми петлями. Следующий ряд вяжем так. Снимаем кромочную, делаем накид и провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Накид, 2 вместе изнаночной петлей. Накид, 2 вместе изнаночной петлей. Так до конца ряда. Следующий ряд провязываем лицевыми петлями. Накид провязываем так, чтобы получалась дырочка. В следующем ряду начинаем вязать резинку. 1 лицевая и 1 изнаночная петля. Сейчас разворачиваем вязание и сначала снимаем кромочную, затем вяжем лицевую и изнаночную, лицевую и изнаночную. Снимаем кромочную, вяжем лицевую петлю, изнаночную, лицевую, изнаночную.
Закончили первый ряд резинки. Всего резинки 1 на 1 надо связать 4 ряда. То есть 1 связали и еще 3. Закончили вязать резинку. Это лицевая сторона работы. Дальше вяжем все ряды лицевыми петлями. Вяжем лицевыми петлями 11 рядов. Вот что получается. Следующий ряд вяжем таким образом. Снимаем кромочную, делаем накид и провязываем 2 петли вместе лицевой петлей. Накид, 2 вместе лицевой петлей. Закончили ряд, разворачиваем вязание и следующий ряд вяжем лицевыми петлями. Накид провязываем так, чтобы получалась дырочка. Теперь закрываем петли. Снимаем кромочную петлю, делаем накид, спицу от себя, накид, провязываем изнаночную петлю и протягиваем ее через петлю и накид. Спицу от себя, сделали накид, провязали изнаночную петлю и протянули ее через петлю и накид. Накид, изнаночная петля, протянули ее через 2 петли на спице. При таком закрытии петель получается более эластичный край изделия. Закончили вязать, обрезаем нить. Вот такой получился верх у тапочка. Так, мы его закончили. Осталось сшить наше изделие по носику и по верху. Эту часть по желанию можно сшить, можно оставить, чтобы делать отворот. Сделаем первый стежок и начнем сшивать так, чтобы у нас совпадали с двух сторон вот эти волны. Будем сшивать, вводя иглу под кромочные петли. Вот такой у нас аккуратный край получался при работе. Вот так. Под кромочную петлю будем вводить иглу с этой стороны
и с этой стороны. Так. Закончили сшивать верх тапочка. И теперь осталось сшить носик. А носик будем сшивать таким швом, чтобы не давил. Вот так. Будем вводить иглу. Вводим иглу на изнаночную сторону и там завязываем узелок. Прячем концы нити в изделии. Также все торчащие ниточки завязываем, например, вот в этом месте. И тоже прячем все в изделии. Вот такой шов получился сверху. Аккуратный, он не давит. Вот так изнутри смотрится шов на носике. Вот он с лицевой стороны. И вот с лицевой стороны верхний шов. Все аккуратно. На сегодня работа закончена. Надеюсь, у вас все получилось и вам понравилось. Всего вам доброго!